Блин, зашел в корягу, там коряга сидит, там хороший. И вон хвост рыбы торчит. Друзья, всем привет! Увлекла меня охота за головлем на реке, ловлю на майского жука. И решил я продолжить вторую часть ролика о ловле головля на реке. Если вы смотрели прошлый ролик о ловле головля, я ловил на леску в качестве поводка, использовал вновь вторую леску и надеялся, что будут клевать крупные головли, чтобы не оборвать снасть. В этот раз я уже немножко сделал деликатную снасть, поставил 0,16 флюорокарбон InTech и поставил небольшой одинарный крючочек. Вот такой вот маленький крючок я поставил, друзья. Вот такой крохотный крючок. И поставил также снасть пробка. Поставил более длиннее поводок. Так как на прошлой рыбалке у меня клевали в основном мелкие головлики, я сегодня сделаю упор мелкого головля. Но если клюнет крупный, попробую на фрикционе его вытащить, если будет такая возможность. Но если даже не вытащу, не расстроюсь. И еще один момент. Я, друзья, заметил, что на прошлой рыбалке у меня мелкие головлики, когда клевали, они били по жуку. И то есть вот эти жесткие эти крылышки, они не засекались. Лучше верхние крылышки, я уже заметил, убирать. И постараться, вот, чтобы он был жук более мягче. Тогда мелкий головль лучше его всасывает. Друзья, вот вам лайфхак. Как сделать меньше холостых поклевок при ловле на майского жука. Вот эти вот верхние жесткие крылышки ему нужно обрывать. Вот. Даже если нижние оборвались, тоже хорошо. Вот так вот оборвал. И у нас теперь получается мягкая здесь вот попка такая у жука. И тогда уже головль, когда берет, он меньше сходит. Это я уже заметил на прошлой рыбалке. И поставил, как вы видите, одинарный крючок. Вот так под пузико, заднюю часть вводим крючок. И вот аккуратненько так вот его втягиваем. Вот у нас получается такой вот жук на крючке. Он живой, мягенький. Сейчас будем сплавлять. Попытаемся поймать первую рыбу. Друзья, только жук коснулся воды, как к нему подошли три головля. Сразу они подбежали к нему, утыкнулись в него, но не взяли. Сейчас я продолжаю сплав. Возможно, кто-то из них все-таки схватит жука. Но только на плюх они сразу среагировали. Но заподозрили что-то неладное. Хотя там тонкий 0,17 флюорокарбон. Головлики где-то в размере грамм 500 было. 3 штуки. По-моему, один только что была поклевка, но мимо. Была поклевочка, но мимо. Ударил по жуку, но не взял. Жук живой, шевелит лапками, все как положено. Я тоже подзамаскировался здесь. Под деревом. Вот так вот. Опа, друзья, по-моему, съел. Есть. Есть головчик. Тяну. Подобрал. Вот он, видите, уже я его под берегом. Вот он какой. Первый головлик сегодняшней рыбалки. Красноперый красавчик. Можно спингом поднять его. Удилище мощное. Только вот главное, чтобы он не дергался. Ну, вот такой вот головлик. Засекся за верхнюю губу и сразу отъел жуку половину жука слопал. Вот такой красавчик. На большом расстоянии, метров за 100 клюнула и под кустами идет.
Не знаю, вытяну или нет, но на этом самом месте, где у меня был сход. Тут же на этом месте у меня на прошлом ролике сошел неплохой голавлик. Как вы видите, на фрикционе рыба идет. Тяну ее сдалека. Размер пока что я еще не пойму, но вроде неплохая. Ну, опять в куст ушел. Опять в куст. Нет, это небольшой. Вон он повис на кусте, друзья. Опа, ну опять обрыв. Вон он лежит на кусту, голавлик. Пробка лежит там. Вот место какое коварное. Сейчас попробую подойти вам показать. Он еще его хвост виден. Вот, друзья, моя пробка. И вон хвост рыбы торчит. Сейчас попробую кончиком удилища. Как? Вот он. Вот. Хвост, он уморился тоже. Лежит. Это сейчас, в принципе, взять какую-то ветку и попробовать его поддеть за пробку. Можно вытащить. Но он лежит, именно подморился тоже. Вот, не дотягиваюсь немножко. На пробке я. Вот пробочка. О, он еще там. Потому как пробка, вот она. Зацепленная. И рыба ж там. Ушел опять. Друзья, сделал заброс метров на 10. Здесь, как вы видите, вот плывет мусор. И вместе с мусором плавают и голавлики. А вот, по-моему, поклевочка. Есть. Есть. Есть еще один. По-моему, не так. Чуть-чуть крупнее. Угу. Берег уходит. Ух ты, какой ты резвый. Вот он, красноперыш. Но тут его брать тяжело будет. Не очень удобно. Обрывистый берег и поднимать. Попробуем поднять. Вот он, есть. Так. Смотрите, ну, этот, можно сказать, даже немножко крупнее. При поклевке сбил, полностью сбил жука. Засекся сбоку. Вот крючочком. Решил рискнуть. Вот там вот ниже по течению метрах 10 стоит хороший голавлик. Но здесь плохой выход, камыш. Попробую сплавить, клюнет, не клюнет, вытяну, не вытяну, но других у меня шансов нет. Оттуда уже подхода нет, там нависшие деревья, я не брошу. Только здесь. Но голавлик действительно хороший. Я думаю, в районе килограмма. Попробуем. Вот сейчас примерно я в том месте, где я его видел. Жук сейчас там проходит. В общем, их тут очень много. Кто же из них осмелится взять жука? Красноперка. Вот один заинтересовался, подходит к жуку. Давай, давай, давай. Опа, друзья. Он попробовал, взял, но был всплеск, видите? Но он не взял. Возле него, прям возле жука, бульк ртом и не взял. Сейчас он может еще раз подойти, посмотрим. Вот он под ним стоит в воде. Сейчас может поднимется еще. Я замер, чтобы не шевелиться, потому как они меня видят, эти голавли. Хорошо. Красноперка тоже дурная, а не берет. Вот опять голавлик поднимается к жуку. Посмотрим, возьмет или нет. Тот же самый, по-моему, даже. Вот маленький подошел. Вплотную подходит и не берут. Посмотрим. Сейчас они привыкнут, и я думаю, все равно кто-то осмелится и клюнет.
Просто нужно выждать время. А мне меньше делать резких движений. Это вообще малыш сейчас подходит, малышек какой-то. Оп, давай, поднимайся. Пошла муть, и они начали там что-то колупаться. Не, друзья, вы будете клевать или нет? Должны кто-то клюнуть. Кто-то должен съесть этого жука. Голавль осторожно стоит под жуком, но не поднимается к нему. И красноперка не берет, интересно, жука. Хотя я уже ловил в прошлом ролике небольшую красноперку. Так, вот маленький голавлик подходит к жуку. Посмотрел и ушел. Оп, еще один голавлик. Прямо под жуком стоит неплохой голавль. Но не реагирует. Не только голавль, там и красноперка крутится. Крутятся под жуком, но никто не соблазняется. Никто не клюнул, друзья. Я присел, спрятался за деревом. Здесь вот дерево, тут обрывистый берег у меня. И жук сейчас сплавляется под нависшую ветку. Сильно далеко я сплавить не могу, там за веткой завал. Но вот до завала самое такое перспективное место. Сейчас вот только что было, как голавлик пытался схватить. Но я не понял кого. По-моему, не жука. Какой-то мусор проплывающий. Рядышком со мной он схватил. Реально тонкий. Вот тут прям понад веткой стоят голавлики. Поводок тонкий, все, крючочек маленький. И все равно он видит какой-то подвох. Так, еще этот раз сплавлю, если не возьмет, буду переходить на другое место. Опа, вот, друзья, вот это, по-моему, взял. Оба. И взял, и выплюнул. Была поклевка. Он взял жука. Смотрите. Ну, жук живой. Значит, опять возле него ударил. Да что ж такое, а? Ой-ой-ой. Черепаха под воду нырнула. Попробую сейчас жуков трухнуть. О! Вот упал один жучок. Еще парочку. Вот, кстати, здесь вот еще один. Вот уже у меня есть 4 жука. Сейчас еще впереди, вдоль дороги, проверю здесь пару деревьев. Десяток жуков возьму, и достаточно для начала будет. Сделаем сплав. Я не знаю, что здесь течение. Мусор слегка несет, поэтому легкое течение присутствует. Есть нависшие деревья.
Плески головля пока что не видно. Ну, попробую сделать сплав. Вот там вот вдалеке завал из мусора. Попробую к нему сплавить. Если головль соблазнится, клюнет, попробуем его поймать. Он зашел куда-то в корягу. Блин, зашел в корягу, там коряга сидит, там хороший. Затянул. Все, он же пробка всплыла. Походу крючок оторвал. Походу оторвал. Да, из 0,17. Короче, уже 2 схода. Ну, сейчас буду пробовать тянуть, но скорее всего оторвал. Да, порвал. В корягу завел. Молниеносная поклевка, поплавок только уходит под воду. А было запас лески небольшой. Пока я выметал слабину, и все, он ушел. Блин. Да вообще без этого. Один поплавок остался. Пробка с подвина. Грузик и поводок. А здесь крючок. Ну, поводок, значит, толще не оставить. Ну, толще, да. Ну, оставил толще, сразу поклевок меньше. А на маленький клюет. Уже сегодня минус 2 хорошие рыбы. Вот выбирайте, друзья, что делать. Или крючки терять, или... Вы какого самого большого головля на речке ловили? Ну, тут вытянул на 3 кило. Ну, на 3 килограмма это нормально. А Ну, так ничего. обычно килограмм самое большое на удочке. Вот. Друзья, как вы думаете, в таком месте будет голавлик ловиться? Смотрите, здесь под ряской. Но я думаю, скорее всего, здесь, кроме карася, ну и щука может быть. Здесь держаться тоже под ряской. Ее не... Головля здесь навряд ли будет. Голав здесь. Сейчас попробуем поймать. Ульк, ульк, ульк. Сейчас щука как схватит. Ловля на поппер. Пробка становится поплопопером. Я ж обещал снять ловлю головля на усы. Вот вам и усы. Хотел здесь не бросать, но здесь пляжи, как бы, особо нависших деревьев нет. Но проезжал мимо, увидел на струе всплеск небольшого голавлика. Ну, сделал заброс на струю, на центр реки. Попробую сделать сплав. Друзья, весенний денек подходит к концу, немного поднялся ветер и там надвигается небольшая тучка. Завершаю свою рыбалку на реке Северской Донец. Сегодня была охота за головлем, дубль 2. Ну и по итогу, как бы, рыбу я поймал, снасть пробка рабочая. Опять был досадный сход головля, ну я уже увидел, он был уже поменьше, конечно, чем в прошлый раз. Но именно на том же самом месте, где и в прошлый раз. Клюнул голавль, метров 100 я сплавил жука, была поклевка, я его дотянул. И опять же он заводит в камыш, я начинаю выдирать, и на тонком поводке он обрывается. Висел немного, он уже тоже уморился, висел немного хвостом на камышах, и потом скрылся и благополучно уплыл. Ну, я думаю, на этом серию роликов о головле пока мы приостановим. Следующий ролик я уже планирую, открывается навигация, я уже хочу порыбачить с лодки на реке. И думаю половить на воблера. Так что, друзья, всем пока.
До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся на канале Spinning Only. Погнали.